Лидер, за внимание которого сейчас почти открыто борются Китай, США и Россия, это премьер-министр Индии Нарендра Моди. Само его появление на саммите ШОС в Тяньцзине уже довольно показательно, особенно для тех, кто всюду видит символы и жесты. Тут еще стоит держать в уме, что Индия официально отвергла требование Трампа прекратить закупку российской нефти, вопреки всем тарифам, которыми грозит Трамп. Как утверждают, Моди несколько раз отказывался от созвона с Трампом, когда тот хотел его переубедить. Моди занимает пост премьер-министра Индии аж с 2014 года. В 2024 он был избран на этот пост 3-й раз подряд. Дольше Моди современной Индии правили лишь соратник Махатмы Ганди Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди. При этом Моди получил власть без принадлежности к престижной касте, что для Индии важно, без семейных или финансовых связей с нужными кланами. И все же добрался до политической вершины. Ему удалось выстроить персоналистскую систему власти. Моди сейчас поднимает Индию с колен, делает ее снова великой, борется за традиционные ценности, но пользуется при этом массовой поддержкой жителей Индии. Сегодня я расскажу историю Нарендры Моди, как он вообще стал политиком, почему так популярен у граждан и какие идеи им движут. В этом году Моди исполняется 75 лет. Свой политический путь он начал много лет назад, практически в другую эпоху. Первоначально шансы стать самым главным человеком в Индии у него были почти нулевыми. Но сознательными и методичными усилиями он создал эти шансы сам. Родился Моди в 1950 году в небольшом городе Ваднагар на западе Индии. В то время Индия делала лишь первые шаги как новое государство. Прошло лишь 3 года, как она перестала быть британским владением. Семья Моди принадлежала к локальной касте Гханчи. Кстати, значение принадлежности к индийской касте у нас часто преувеличивают. Это сейчас не что-то абсолютно детерминирующее судьбу. Такое значение касты имели лет 75 назад. Но общественные предрассудки вполне себе существуют. Каста или община Гханчи традиционно объединяла изготовителей растительного масла. Они работали на тяжелых давильных прессах. Никакой особой стигмы с этой кастой не ассоциировалось, но и престижа в ней нет. Отец Нарендры Моди вообще содержал чайную будку на городском вокзале, из-за чего Моди часто называют «чайвала» – продавец чая. Изначально его так называли политические противники, вроде как почти обзывательство, но прозвище даже пошло ему на пользу. Ведь Моди неоднократно и с гордостью рассказывал, первой его работой было помогать отцу с чайным киоском. Социальное положение такой семьи в крохотном городке было крайне скромным, как и перспективы детей. Можно было вырваться, получив хорошее образование, но Нарендра не демонстрировал в школе выдающихся способностей. Да, он умел эффектно выступать на школьных дебатах, играл в театральных постановках, но с его аттестатом умение дебатировать приложить было негде. Моди работал в небольшой столовой, продавал чай с передвижной тележки, так и зарабатывал себе на жизнь. В 1968 году он женился на представительнице своей касты, которую ему сосватали родители. Но вскоре после обучения Моди оставил жену и вступил на путь политического активиста. Политический выбор Моди довольно примечательный. Еще учась в школе, он вступил в детское отделение при организации, которая, вольно переводится как «Союз добровольных слуг нации». Ее часто называют по аббревиатуре РСС. Это крайне правая парамилитарная организация, находившаяся в оппозиции к государственно-политической системе, которая сложилась в Индии после обретения независимости. То есть к системе, которую заложили Махатма Ганди и Джавахарлал Неру. Они вложились в другую политическую силу – Индийский национальный конгресс, который поддерживали далеко не все. Утверждение, что вся борьба Индии за независимость строилась только вокруг Ганди – это миф. Тогда были разные представления, как сбросить господство англичан и какую страну строить. Даже в самом Индийском национальном конгрессе далеко не все соглашались с политической философией Ганди о ненасильственном сопротивлении. Один из лидеров и сооснователей конгресса, Субхас Чандра Бос, настаивал на насильственных методах и в 40-е пытался заинтересовать своими идеями и Советский Союз, и нацистскую Германию. В итоге начал сотрудничать с Японией.
Даже помог сформировать для нее армию из пленных индийских солдат британской армии и возглавлял одно из созданных японцами правительств на оккупированных территориях. Человек этот вполне почитается в современной Индии как борец за независимость, несмотря на сделанный выбор и разногласия с Ганди. Организация РСС, в которую вступил юный Моди, отвергала другие важные элементы политической идеологии Ганди, а именно светскость и желание объединить всех жителей Индии, признавая права национальных, религиозных и социальных меньшинств. Предполагалось, что в стране с множеством общин, которые говорят на разных языках и исповедуют разное, нация может быть только политическим и культурным понятием. РСС же поставила противоположную задачу – построить настоящую единую нацию, объединенную вокруг индуистской идентичности. А кто не впишется, тех на выход. Идеология получила название хиндутва. Вот как формулировали взгляды ее приверженцы. Люди, не принадлежащие к индуизму, в Хиндустане должны либо принять культуру индуизма и язык хинди, научиться уважать и благоговеть перед религией индуизма. Одним словом, перестать быть чужаками, либо же остаться в стране, полностью подчинившись нации хинди, ни на что не претендуя, не пользуясь никакими привилегиями, никаким особым отношением, даже правами гражданства. РСС даже на какое-то время запрещали. Именно выходец из среды РСС в 1948 году убил Махатму Ганди, обвинив его в потворстве мусульманам при разделении страны. Вот в такую организацию вступил юный Моди. Там он прошел школу становления, известную по фильмам о восточных учениях и боевых искусствах. Сначала готовил для местных руководителей РСС и мыл посуду. Затем получил повышение, стал прачараком, то есть проповедником, штатным агитатором, пропагандистом. Считается, что именно тогда Моди решил скрыть свой семейный статус. По негласной традиции от проповедников движения требовалось безбрачие. О том, что у Нарендры Моди где-то осталась жена, стало известно лишь незадолго до назначения его премьер-министром в 2014. И это сочетание готовности к упорному труду и таланта к дебатам оказались очень удачными качествами для агитатора. Моди быстро начал делать карьеру. РСС имеет довольно разветвленную зонтичную структуру. Там много связанных с ней боевых и общественных организаций. Связана с ней и Индийская народная партия, одним из лидеров которой Моди сейчас и является. Именно туда Моди определила руководство РСС. В 1987 году Моди стал генсеком в штате Гуджарат. Довольно эффектно организовывал митинги местных партийных активистов и вел предвыборные кампании. А что Индийский национальный конгресс, который привел Индию к независимости? Он тогда превратился в несменяемую политическую силу. В 1984 году убили Индиру Ганди. Страну возглавил ее сын Раджив. Эта семья была не из низких каст, и среди руководящего состава партии доминировали высококастовые. Проводили они достаточно левые политические и экономические курсы. Но, как среди всякой несменяемой политической номенклатуры, в Конгрессе процветала коррупция. То есть эдакие элитарные коррупционеры, не уважающие народные убеждения и ценности. Родной для Моди штат Гуджарат, который стал для него главной политической площадкой, традиционно сдержанно относился к левым политическим силам. Ведь там процветала торговля, и число тех, кто владел бизнесом, в среднем было выше, чем в других частях страны. Так, в 1995-м Индийская народная партия приходит к власти в этом штате. Партийное руководство признает, что это во многом достижение Моди. Он становится заметной фигурой, начинает выступать на телевидении. Осенью 2001-го Моди в результате внутренних политических перестановок возглавляет правительство Гуджарата. До следующих выборов год. Главная задача Моди на тот момент – к ним готовиться. Но именно тогда случается тяжелейшее кризисное событие. В феврале 2002 года начался пожар в поезде, в котором были индуистские паломники и волонтеры, возвращавшиеся со строительства храма бога Рамы. Строился он на месте исторической и почитаемой мусульманами мечети, которую в 1992 году разрушили активисты РСС. И пожар начался в одном из вагонов, когда поезд проходил через преимущественно мусульманский город Годха. Погибли 59 пассажиров. В случившемся немедленно обвинили мусульман. После этого в Гуджарате, где ислам исповедует немногим меньше 10% населения, начались многомесячные погромы мусульман.
были сотни жертв. Для страны случившееся стало тяжелейшим шоком. Все-таки защита меньшинств была одной из задач индийского государства. То есть произошли неконтролируемые погромы в штате, контролируемом правой партией, которой там заправляет Моди. Моди же всегда утверждал, что как мог старался прекратить насилие и не справился. Происходящее расследовал Верховный суд Индии и не нашел в действиях Моди состава преступления. Однако в докладе Human Rights Watch утверждается, полиция штата не получила приказа защищать мусульманские кварталы и в большинстве случаев занималась лишь пассивным мониторингом. А сам Моди назвал погромы мусульман проявлением естественного и оправданного народного гнева. А в результате выборов 2002 года Индийская народная партия победила в Гуджарате, заняв почти 70% мест в законодательном собрании штата. Может, риторика о справедливом гневе и вызвала шок у представителей политической элиты, но устроила рядового избирателя. С 2002 года Моди становится премьер-министром Гуджарата. И вполне успешным. Проводят серию реформ, заставивших говорить о гуджаратском экономическом чуде. Там был набор вполне здравых инициатив по созданию налоговых льгот и привлечению инвестиций. Он ликвидировал некоторые меры по защите крестьянских наделов от захвата, упростив перевод сельхозземель под промышленное строительство. Либерализовал трудовое законодательство. И это сработало. Вплоть до 2014 года Моди возглавлял правительство штата, и Гуджарат рос на 10% в год, быстрее остальных регионов Индии. Так Моди стал лицом успеха правой консервативной партии. Оставаясь подчеркнутым консерватором и националистом во внешних проявлениях, например, старается не пользоваться английским, чаще говорит на хинди и гуджарате, появляется на публике в национальной одежде. И такой человек, тем не менее, поддерживал технологическую модернизацию и рассуждал о цифровом развитии. Моди повторял, если в прошлом индийцы считались заклинателями змей, то теперь должны стать заклинателями мыши. Показывал на собственном примере, что консерваторы не какие-то замшелые борцы с современностью. И вошел в ряды политиков, пользующихся Твиттером. Его аккаунт стал одним из самых популярных в Индии. К 2014 году он стал очевидным фаворитом национальных парламентских выборов. Популярность Моди росла как на дрожжах. Он транслировал, мол, я лидер, который превратит всю Индию в цветущий Гуджарат. А еще я выходец из простой семьи. Я избавлю страну от влияния коррумпированных, ни на что не способных элит. И элиты обеспокоились. Незадолго до выборов 2014 года ветеран Индийского конгресса Айер заявил в интервью: в 21 веке Моди никогда не возглавит страну, что он может устроить его только продавцом чая на съездах Индийского национального конгресса. После таких ремарок Моди и стали называть «чайвала», что привлекло ему дополнительные голоса. Так, в 2014 году Индийская народная партия выигрывает национальные выборы. В Индии начинается эра Моди. Что это за эра, в двух словах и не скажешь. Моди провел серию либеральных и технократических реформ, способствовавших экономическому подъему Индии. Запустил программу Make in India по привлечению в Индию новых производителей и увеличению локализации сборки на территории страны. И Индия демонстрирует хороший экономический рост. Некоторые социальные достижения правительства Моди бесспорны. Например, сейчас, благодаря правительственной программе, 80% сельского населения Индии имеет доступ к водопроводной воде. Хотя на момент прихода Моди к власти этот показатель составлял чуть больше 16%. Моди осуществил туалетную революцию в Индии, пообещав, что в 2014 году, что к 150-летию Махатмы Ганди, то есть к 2019 году, ни один индус не будет вынужден испражняться в поле. На этот момент доступ к удобствам имело 40% населения Индии. Но к 2019 году этот показатель за счет обустройства общественных туалетов достиг почти 100%. Но все это говорит не столько о самих достижениях Моди, хотя они тут бесспорны, сколько о том, в каком состоянии была Индия в 2014 году. Однако к этому деятельность Моди не сводится. Он не только технократ, но и убежденный сторонник индуистского национализма, исповедуемого той самой политической силой, с которой он связан всю жизнь. Для сторонников его партии экономическое развитие – лишь одно из проявлений укрепления нации и государства, которое надо производить и на общественном, и на культурном фронтах, то есть сделать Индию снова великой. Проявляется это в самых разных областях.
В 2016-м, например, Минкульт Индии создал комиссию из заслуженных ученых, которая должна заняться вопросом переоценки древней истории Индии. А один из активистов РСС сформулировал это проще. Пришло время восстановить индийскую славу, доказав, что древние индийские тексты — это факт, а не миф. Партийные соратники Моди также время от времени делятся с публикой околорелигиозными откровениями. Министр образования в одном из штатов, тоже приверженец Индийской народной партии, так вот он сообщил, что священная для индуистов корова не только вдыхает кислород, но и выдыхает его. А судья Верховного суда того же штата в 2017 году рассказал в телеинтервью, что павлины — это тоже один из символов Индии. Так вот, павлины никогда не опускаются до секса, а павлин, мол, оплодотворяет самку, роняя слезу. Над этим можно смеяться, но это постепенно становится нормой. Партийные активисты занимаются и общественными нравами. Например, ловят павлинов, которые не тем занимаются, чем надо. Пока на местном уровне. В одном из штатов практиковался опыт патрулирования улиц отрядами анти-Ромео. Ромео в Индии называют парней, пристающих к девушкам на улице. Впрочем, отряды, призванные защитить девушек, начали патрулировать улицы и парки и выяснять у встреченных пар, в каких отношениях они состоят и на каком основании проводят время вместе. Моди умело использует образ выходца из народа, начавшего путь в политике от привокзальной чайной будки и бросившего вызов старым, погрязшим в коррупции, высококастовым элитам с кембриджскими дипломами, которые, как он неоднократно подчеркивал, не способны понять нужды человека, ежедневно зарабатывающего себе на хлеб. В каком-то смысле Моди стал проводником для людей той среды, из которой когда-то вышел сам. Простых жителей городов, владельцев мелкого бизнеса, тех, кто не мог рассчитывать на разные программы и пособия, предназначенные для представителей угнетенных слоев, которые не имеют никаких шансов пробиться в ряды элиты. За почти 70 лет независимости Индии левое правительство последователей Ганди боролось с неравенством, но не озаботилось проведением водопровода в деревне и постройкой общественных уборных. И вот пришел человек, который за несколько лет навел порядок при помощи простых управленческих решений. И за это ему прощают многое. И открытый национализм, и преследование оппозиции, политические аресты противников, иногда прямо перед выборами, массовые облавы, давление на СМИ, контроль над интернетом, обвинения оппонентов в незаконном иностранном финансировании. Индия умело воспользовалась нападением России на Украину и началом экономической войны между Россией и странами Запада. Когда российская нефть и нефтепродукты стали нон-грата в Европе, Индия почти мгновенно превратилась в одного из крупнейших покупателей российской нефти. До 2022 года доля России в индийском нефтяном импорте составляла 2%. Сейчас же она увеличилась до 40%. Индия превратилась в удобную для многих схему обхода нефтяных санкций. Поступающая туда российская нефть перерабатывается на индийских НПЗ, а затем в виде бензина и авиатоплива спокойно направляется в Европу, куда прежде поставлялась напрямую. Собственно, именно простота этой схемы, на которую скромно закрывают глаза европейцы, эта простота, кажется, особенно взбесила Трампа. И тогда он ввел против Индии 50% тарифы. И, как мы знаем из утечек последнего разговора американского президента с коалицией желающих, потребовал от Европы без дураков перестать покупать российскую нефть. Индия поддалась давлению немного, снизив импорт российской нефти меньше, чем на четверть. Но на этом все. Публично Моди заявляет о намерении сохранить крепкие связи с Россией. Россия интересует Индию и в качестве поставщика вооружений. Тем более, что Индия уже много десятилетий назад сделала ставку на закупки оружия у СССР, а просто так такую технологическую базу не изменишь. Тут война с Украиной, кстати, повлияла неоднозначно. Индийские генералы заметили, что на поле боя российские танки, БМП и вертолеты показывают себя не так, как ожидалось. Вскоре после начала войны с Украиной Индия, в частности, отменила заказы на поставки некоторых вертолетов. Ведь пока идет война, поставок можно и не дождаться. Вот такой вот у нас сегодня получился рассказ про Индию и Нарендру Моди. Надеюсь, вам было интересно. До завтра!